Всем привет! Меня зовут Дарья, и сегодня я вам покажу, как настраивать передачу данных из MarkViz в Viber. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать данные из MarkViz в другие системы. Например, в Viber получать уведомления про новые данные из MarkViz, чтобы всегда вовремя на них реагировать. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных MarkViz. Теперь необходимо указать действие «Получить квизы». На этом этапе необходимо подключить ваш аккаунт MarkViz к системе Apex Drive. Вы можете дать ему название, если необходимо, или просто кликнуть «Сохранить». Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и продолжаем настройку. Скопируйте ссылку в поле URL для приема данных, на которую будут поступать данные с платформы MarkViz, и перейдите в ваш личный кабинет MarkViz. Далее в разделе «Мои квизы» перейдите в раздел «Редактировать». Выберите раздел интеграции, Webhooks и добавьте Hook. Далее вставьте скопированную ранее ссылку и обязательно сохраните настройки. Теперь необходимо совершить событие, например, заполнить ваш квиз, для того чтобы новые данные отобразились в системе Apex Drive. После того, как вы сгенерировали новые данные, можно вернуться в систему Apex Drive и продолжить настройку. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите тестовые данные. Если на этом этапе данных нет, попробуйте выполнить действия, которые были описаны ранее. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом этапе настройка источника данных успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Viber. Теперь необходимо указать действие «Отправить сообщение». Далее необходимо подключить ваш Viber к системе Apex Drive. Обратите внимание, что Viber должен быть установлен на компьютере. Для того, чтобы подключить Viber, нажмите на логин нашего паблик-аккаунта. Далее необходимо скопировать строку для подключения Viber бота и отправить ее в виде сообщения. После того, как вы получили сообщение об успешном подключении, возвращаемся в Apex Drive и продолжаем настройку. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и продолжаем настройку. Теперь необходимо составить сообщение, которое будет отправляться в Viber. Для того, чтобы назначить переменную, необходимо кликнуть в поле данных и выбрать ее из выпадающего списка. Обратите внимание, вы можете не только использовать переменные, но и прописывать значения вручную. Для того, чтобы перейти на следующую строку, необходимо нажать Enter.
Когда все необходимые данные назначены, кликаем «Продолжить». На этом этапе мы видим тестовые данные. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Viber». Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление. Выбираем интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграций и удачи!